Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Полина Реутова на связи прямо сейчас. Медиаэксперт, историк, политический обозреватель. Полина, здравствуйте. Добрый день, Саша. Здравствуйте, уважаемые зрители. Друзья, оптимистка в штатском, так называется телеграм-канал Полины Реутовой. Переходите, интересуйтесь. И, конечно, не забудьте поставить лайк этому выпуску. Ну, как бы не до лайков сейчас. На самом деле обостряется, закручивается остро интрига. Начнем с международной. Хотя, знаете, международная история, которая сейчас разворачивается, она прямо отражается на ситуации на земле, непосредственно в внутриполитическом украинском, как модно говорить, кейсе. Значит, протесты на картонках сегодня вроде бы как апогей. Парламент должен голосовать за вот эти антикоррупционные органы. Но тут же поразительно интересно выглядит. Да? То есть Киев был атакован дронами, атакован ракетами, и там разбирают завалы. В Святошинском районе многоэтажка, сложился подъезд. И на этом фоне вот эти протесты выглядят абсолютно иначе. На фоне вот этого удара, который был совершен там прошлой ночью, абсолютно по-другому выглядит Трамп со своим ультиматумом в 10 дней, который уже как бы, да, там на Индию даже позарился. Ну и, понятное дело, да, история с Европой, которая будет за все платить. Financial Times написали сегодня потрясающий материал о том, что, смотрите, 3 раза заплатит. Там скупой платит дважды, а Европа трижды. Получается так. Если мы берем за основу, сфокусируемся на вопросе смены власти в Киеве, кому сейчас она нужнее? Москве, Европе, глобалистам, да, Трампу, который вроде как не при делах, и он там разбирается с Бразилией, с Индией, понятное дело, с Китаем. Что думаете, насколько вот сейчас время сжимается и обостряется в контексте прочности трона на Банковой? Ну, во-первых, насчет протестов я об этом писала, обратила внимание на такую интересную штуку, что люди готовы выходить на улицы, пусть даже за какой-то гешефт или за какие-то плюшки, против де-факто нивелирования части внешнего управления, но они совершенно не хотят выходить против продолжения боевых действий. Вот это интересная тема. Меня она даже несколько, не то что поразила, но опечалила больше, наверное. Это до какой степени уже на подкорке у людей изменено сознание. Им лучше умирать, но быть под кем-то, потому что, видимо, атрофировалась способность к минимальной самостоятельности, и поэтому случается бунт. А если бы не было идеи и желания, ну, в таких масштабах, даже условно, если это юсейдовские какие-то деньги, там есть гешефт, у тех, кто туда выходит, все равно в таких масштабах бы не выходили. То есть желание есть. Но не против войны, а против нивелирования влияния дяди Сэма. Это очень печально на самом деле выглядит. По поводу того, кому нужнее сегодня, но Кремлю, как мне представляется, в большей степени выгодна сама дестабилизация, сам факт дестабилизации. А по поводу глобалистов, я думаю, что в первую очередь нужно им сейчас. Судя по тому, как синхронно в западной прессе традиционно подконтрольные глобалистским элитам начали выходить материалы, которые изобличают коррупцию Зеленского, девальвируют его всячески. Это, как говорится, на 4-й год фигурант обнаружил, что в камере не хватает одной стены. То есть они все это время не замечали эти процессы, они были очень сильны всегда традиционно. Это вообще традиция украинского политикума. Гранты попилить, значит, с теми поделиться, с теми не очень. А в условиях войны, когда совсем другие обороты и
денежная масса принципиально иная, гораздо большая, чем война дороже, чем устроить Майдан, и война дороже, чем зайти просто во властную вертикаль и уже по вассальскому принципу управлять государством. Здесь, по всей видимости, уже его совокупность кураторов, так скажем, в большей степени, как мне кажется, из Лондона идет эта тема. Они пока что уже с декларацией о намерениях, скажем так, что мы можем поменять тебя на кого-то другого, хотя вертикаль останется прежней, по большому счету, как говорится, от перестановки слагаемых сумма не очень меняется. Но на самого Зеленского таким манером повлиять, как мы видим, более чем удается, потому что вот эта хаотичность в парламенте, то он подписывает, потом не подписывает, подписывает почему-то очень быстро, потом начинаются процессы по зачистке информации, чтобы так называемые партнеры какие-то нелицеприятные моменты не обнаружили, хотя мне кажется, что уже давно все известно, потому что они сами на потоках сидели на этих откатах, что им мешает это обнародовать, себя не полив при этом, да, свое участие в этих историях. Больше глобалистским элитам мы уже Трампа с Магой рядом ставить уже избыточно, наверное, потому что там у него уже развал схождения вот в его вот этой Make America Great Again. Но среди сторонников Трампа говорят открыто и давно, что, в принципе, Дональд Фредович больших симпатий к Зеленскому не испытывал. И здесь может быть такой ситуативный консенсус даже с его, значит, противниками идейными, именно вот этими, как говорится, ортодоксальными, патентованными глобалистами. То есть здесь они могут войти в консенсус, и да, значит, он как минимум не будет препятствовать вот этому шатанию режима. Потому что это все по соросятской методичке, один в один, протесты, значит, с разными креативными решениями, на этот раз дешевыми, но яркими. То есть уже не ставят какие-то огромные сцены с транспарантами, там, не заказывают в типографиях тысячами листовки, как раньше это было. Да? Вот. Оборудования особого не надо, вот просто картонки. Креативно, дешево, сердито и запоминающийся выглядит. То есть методичка вполне себе чисто соросятская, юсейтовская, скажем так. И мне странно думать, я далека от мысли, что Зеленский не понимал, что, подписав вот эту сделку с дьяволом после визита, значит, на ковер Ми-6, я считаю, что это была сделка с дьяволом глобально, то есть кому он душу продал в тот момент. Неужели он не понимал, что придет расплата, в том числе теми же методами тех же людей, под патронаж которых он пошел? Мне кажется, что должно было это понимать, но, возможно, была какая-то надежда или какое-то когнитивное искажение у человека в голове, что столько всего было проделано, столько людей было зачищено, которые касались неприкасаемым, и даже в самые тяжелые моменты непродолжительной украинской истории в период до самостоятельности как государства. Интересно, вот эти соросята, они говорят о Да-да. том, что, ну, там Центр противодействия коррупции, есть там такие активисты. Они говорят страшные вещи, что Ермак и Зеленский ради того, чтобы удержать власть, готовы пойти на сговор с Россией, ну, или там удовлетворить какие-то требования, или какие-то, ну, не знаю, прямо или косвенно, да, чтобы условно, да, уладить как-то, пускай даже ценой там, территории жизни и судеб людей, и, собственно, всего остального, уладить быстренько ситуацию с войной и остаться у власти, мол, чтобы Кремль как бы ну, не против был, да, того, что останется Зеленский и Ермак. А вот эта вся история с НАБУ, САП, надсмотрщиками от глобалистов, ну, эти сами же руководители ведомств перед голосованием в парламенте раздают интервью, говорят:
Да проголосуют, не проголосуют, какая разница, все равно давление это продолжится, все равно они там будут прятать своих миндичей, свои какие-то там золотые унитазы, это просто будет, скажем так, ну, давление, в общем, режим будет продолжать. Как вы относитесь к этому? Действительно ли, ну, понятно, что это тоже отчасти пропаганда, да, говорить о том, что Зеленский и Ермак пойдут условно, ну, не то что на поклон, а на сближение с Кремлем. Вот эту же встречу мусолят, ну, просто и так, и сяк, и под одним углом, и под другим, а вот давайте. И не знаю, как можно, я даже, знаете, как это, как, есть такое выражение, как пьяный к радио пристал, и вот как по этому радио из Кремлевской стены доносится постоянно, там, то сенатор, то Песков, то еще кто-то, они там с периодичностью раз в неделю выходят и говорят, встречи Путина и Зеленского не будет, эта встреча должна быть хорошо подготовлена. Но, тем не менее, эту проблему, этот вопрос опять поднимают в Киеве и снова поднимают в Киеве. Есть ли варианты сейчас для разбега Зеленскому, потому что кажется, что с одной стороны, да, ну, протест дискредитирует война, ну, трагедии жизни, эти картонки вообще неуместны с этими Набу и САП. А с другой стороны, мы понимаем, что войну надо останавливать. Ситуация ну, такая очень такая проблематичная, катастрофичная даже и в экономике, и в отношениях, и, скажем так, на геополитической арене геополитические ветры тоже как-то дуют не туда, не в сторону там Зеленского, не ему в паруса. Ну, смотрите, по поводу встречи с Владимиром Путиным, Владимира Зеленского, я более не вижу в этом смысла, и мне кажется, Кремль особо в этом смысла не видит, просто потому что у нас кремлевские товарищи, они очень ратуют за букву, так сказать, закона и за четкость в документации. Поскольку Зеленский не является более лицом легитимным, то смысл с ним встречаться, потому что единственный повод с ним был встретиться, это подписание каких-то документов юридически значимых. Все. Шанс такой у Зеленского был в период, когда он еще был легитимным президентом. Вот в то время, да, Кремль вполне мог с ним встретиться. А сейчас, ну зачем? Президент сверхдержавы будет встречаться с лицом де юре, не обладающим никаких полномочий. Для чего? Путин, как юрист старой закалки, мне кажется, тоже в этом никакой целесообразности не видит. С другой стороны, как наши кричали про госпереворот во время Майдана и так далее, но одновременно с тем одни из первых Российской Федерации фактически признала госпереворот майданный. Еще до подсчета голосов официального вышел наш министр иностранных дел в 2014 году, очень комплиментарно отозвавшийся Порошенко. Интервью есть вполне конкретно. То есть фактически Кремль признал госпереворот и при этом продолжая называть его госпереворотом. Ну, Порошенко-то признали как результат госпереворота, значит, признали легитимность Украины. Поэтому в этом случае, если обернуться назад уже на наш опыт исторический, встреча, если и возможно эфемерно, хотя я в это не очень верю, только для подписания каких-то документов. Но здесь ловушка, потому что западные же товарищи, если вдруг это подписание произойдет, допустим, Зеленский что-то подпишет, они тоже резко обнаружат, что Зеленский уже давно нелегитимный. Напишут про это миллиард статей, и для них это будет существенный повод, чтобы не признать результаты завершения боевых действий, которые на земле будут на данный момент как-то зафиксированы, значит, документами. Это большая ловушка. Они это обнаружат обязательно. Они скажут, что они перечитали внимательным образом Конституцию, значит, что они ознакомились с решением Конституционного суда Украины, где написано, что каденция президента не может превышать вполне конкретный срок, и нет ни единой причины для того, чтобы полномочия были продлены. Они перечитают документы и напишут во всей своей прессе, чтобы объяснить, что если вдруг Зеленский с Путиным что-то подпишет, если так случится, а
это может произойти только в случае, если это будет единоличное решение Зеленского и его окружения. Других вариантов не вижу. Ну, если он пошел бы на такой шаг, вот о чем вы говорите, там, значит, пойти на условия Кремля. Поэтому, беря это все во внимание, я думаю, что это вряд ли возможно. Более того, я уже об этом писала, мне кажется, у любого человека на этой планете сейчас в миллиард раз больше шансов, кем бы он ни был, встретиться с Путиным и, значит, ему что-то сказать, чем у Зеленского. Хотя Зеленский хочет этого безмерно. Я продолжаю утверждать, что он фанатеет от Путина. Единственное, что ему сейчас надо, в том числе для гарантии своей сохранности физической, во многом это так и есть, значит, получить легитимность от Путина, признание Путина. А сам факт встречи уже будет значить, что Зеленского как некоторую субъектную фигуру признают. Вот. Поэтому тут, ну, мне кажется, это вряд ли. Мне кажется, вряд ли. И вот этот вот цуцванг, значит, в случае с Зеленским, для него это в любом случае, что налево пойди, что направо пойди, что прямо, что назад, по большому счету сути дела не меняет. Он сам себя загнал в этот капкан нелегитимности и плюс непомерные, как мне представляются, значит, амбиции политические, и плюс, как мне представляется, большая любовь к капиталам, в том числе и у его окружения, она сыграла с ним злую шутку, и то, что сейчас вот эти соросятские шабаши проходят массово, это, конечно же, не случайно, то есть его же вот эта курирующая контора глобальная, там совокупность вот этих вот товарищей глобалистов именно с центром в Лондоне, который там сейчас у них центр, не в Штатах. Вот они, собственно, показывают ему свои возможности и ставят его в стойло. Вот и все. А это какие-то хаотичные движения. Господи, странно думать, что если он там временно ограничил вот эти вот государственные надстройки западные там в полномочиях, неужели он действительно думает, что у них есть хотя бы какая-то крупица, что они способны зачистить хотя бы что-то, что уже его хозяевам неизвестно, с учетом того, что они сами значит, в деле были. Ну вот и все. Интересно, как фронт сейчас влияет на эти процессы. Сегодня такое достаточно внезапное, неожиданное сообщение дает Министерство обороны Российской Федерации. Украинская сторона, понятно, не подтверждает, хотя есть там и видеофиксация. Ну, смотрите, значит, Сырский выходит, и, в общем, как бы у нас идет вот такая там, медиа-история, медиа-штука. Там, безуглая, у которой диагноз, она в этом призналась сама. Ну, это вроде как не критично. Сейчас идут споры, а вообще гостайна для депутата с диагнозом, это как? То есть подходит этот диагноз, не подходит? Там, ну, это такие разборки. Она говорит, прям самое первое написала о том, что российские войска уже в центре Покровска. Все. Значит, Сырский выходит и начинает рассказывать в красках о запорожском направлении. Безуглая говорит, это потому, что он хочет отвлечь внимание, что они, российские войска, в центре Покровска. И вот это все пока вот это вот перетирали условно в соцсетях, и там плохо дело для вооруженных сил Украины. И в Степногорске на запорожском направлении, и в Покровске. Во-первых, пришло подтверждение, что да, действительно, фото, видео, да, центр Покровска, и то есть там идут бои. Все. Центр Покровска. Безуглая права. Но тут суть до дела, сообщает Минобороны, что Часов Яр уже весь потерян. Понятно, что там это будет еще верифицироваться дня 2-3. И об этом, может, скажут, а может, и не скажут. А может, тут такие будут митинги на картонках, да, там Верховная Рада чего-то вывернет, ну, какой-нибудь там, да, фортель, и начнутся еще большие протесты или там какая-то другая история с узурпацией власти, в общем, с демократией. И как бы все равно всем на Часов Яр.
У нас тут демократия в опасности. Ну, может вот так измениться повестка. Но, тем не менее, мы видим, что и там достаточно серьезное продвижение. У меня закладывается мысль, она такая полуконспирологическая, хочу, чтобы вы высказались по этому поводу. В контексте того, что, условно, Зеленский сдаст Путину все то, что он хочет, но как бы с хорошей миной и не покажет виду. То есть в условиях серьезных боев, ну, все уже говорят, что Славянск-Краматорск следующий на очереди, Константиновка обречена после Часового Яра. То есть в условиях боев займут Донецкую область, героически там на каком-то участке Донецкой области будет там сражаться ВСУ, к Запорожью подойдут ближе. И вот вам как бы ситуация на земле, которая позволит, ну вот как бы, да, де-факто признать, ну, остановить войну и признать, что да, вот здесь там мы добились большинства того, чего хотели, а тут как бы не добились. Особенно радует вот эта вот история с, ну как радует, подтверждает вот эту конспирологическую теорию о том, что российские войска уже на Антоновском мосту перебрались через тоннель технологический, и это четкий такой, ну, крючок туда, на тот берег. И пока тут все рассказывают, что невозможно форсировать Днепр и там идти туда, на ту сторону, мы видим движение и в этом направлении тоже. Что вы думаете насчет этого, что все гораздо хитрее с точки зрения фронта? Ну, конечно, хитрее, я с этим согласна отчасти. Но это не вынужденная тема, чтобы сдать при хорошей мине. Точнее, не специально сдается при хорошей мине, а это вынужденная история, потому что, скажем так, разность потенциалов в военном отношении, ну, я всего говорить не могу, но, скажем так, еще очень большое внимание мировой общественности, в том числе, будет обращено на результаты Курской кампании. Вот. Поэтому то, что вы перечислили, это не единственное направление, где вооруженные силы Украины себя не слишком хорошо чувствуют. Ну, возвращаясь к Зеленскому, а как можно сдать или не сдать специально или не специально, если иного развития событий сейчас он спродуцировать не может физически? Не может, и все. Хочет он этого или не хочет. Как не публично при хорошей мине. Ну, возможно, если рассматривать эту теорию, может быть, отчасти этим и вызвана вот эта публичная риторика и непреодолимое желание встретиться с Владимиром Путиным, может быть, в том числе и поэтому. Хотя, повторюсь, я сомневаюсь, что это произойдет. Единственное, что здесь может быть, как мне кажется, это дальнейшие требования. Первое, дальнейшее требование от западных кураторов: дайте денег, дайте оружие, дайте еще что-нибудь, плюс ужесточение внутреннего мобилизационного законодательства, оно уже просвечивается, уже есть тенденции. Там, вставать на учет пораньше в ТЦК, там ребята несовершеннолетние уже должны это делать, и значит, предложение подписывать контракты с ВСУ тоже с более раннего возраста. Эти тенденции понятны. Здесь ситуация просто безвыходная в данном случае. И даже если бы он хотел по-другому, то хотеть можно все что угодно, вопрос ресурсов и возможности реализации своих хотелок. Мне кажется, в данном случае, с учетом его поведения его окружения, вот этих истерических метаний, там, и на фоне возможной информации с квартиры Миндича, вот то, что вы выше немножко упомянули. Первое, что его волнует, наверное, сейчас, это собственная безопасность, потому что он в безопасности ровно до тех пор, пока эту безопасность обеспечивают его кураторы спецслужбы. А с учетом того, что
с учетом того, что сейчас начался очевидный российский накат на Зеленского и через прессу, и через протесты, может статься в один прекрасный момент, что безопасность ему просто перестанут обеспечивать, что сделает возможным и реализацию заговоров настоящих. Я далека от мысли, что Зеленского окружают исключительно преданные ему люди, которые желают ему всего самого хорошего. Я слышала другие версии. И в такие моменты истории в государствах часто, значит, случаются перестановки наверху, скажем так. И единственное, что его... Мне кажется, вот номинально мог бы, на все бы пошел, лишь бы ему прогарантировали, что он будет живой и здоровый. И, значит, и на хлеб с маслом что-то хватало. Ну, в таком фигуральном выражении. Поэтому даже это в любом случае придется поменять риторику. Вот мы на эфире. Это должны начать как бы прозревать, значит, его говорящие головы, его окружение. На фоне уже состоявшихся протестов, там же такое начнется, уже Зеленский будет объявлен агентом Кремля, значит, найдут 100-500 миллионов тысяч доказательств, что он всю дорогу был агентом Кремля, вот таким хитрым кремлевским агентом, и будет прекрасный повод, чтобы его скинуть. Уже никто не будет разбираться, что на самом деле. А вот говорится именно с Россией, опять-таки возвращаясь к предыдущему тезису, у него был шанс это сделать вот в такой форме раньше, когда он еще был президентом официально. Самый лучший для него вариант был бы и для Украины сказать: Запад нас стравил, сейчас я это понял, мой отказ от выполнения Минских был ошибкой, то, что я ляпал языком про ядерное оружие, было ошибкой, меня ввели в заблуждение, и на самом деле, значит, сконструировать так, они в пропаганду умеют, они бы нашли слова, нарративы сконструировать таким образом, что мы-то по поводу русских-то чуть-чуть-то ошибались, а местами и не чуть-чуть. И вот сейчас идет война, они, конечно, не правы. Значит, что, да, начались военные действия крупномасштабные, но вот мы сейчас понимаем, что мы были запутаны, с запудренными мозгами. И вот это аккуратно через пропаганду он бы потом это вывел. Вот такой вариант возможен был. Сейчас я уже не представляю, чтобы... слишком на внутренней стенке черепа и у народа, и, мне кажется, у окружения даже Зеленского, хотя максимально всегда в политике все цинично, все обладают информацией в максимально широком смысле. И даже, но когда человек долго говорит что-то, он постепенно начинает в это верить, даже если знает, что это не так. То есть они сами себя зазомбировали людей за все эти годы, и мне вот эта смена нарратива тоже сейчас кажется практически нереальной. Вот это единственный вариант, когда можно было вот таким вот образом как-то, значит, с Кремлем договориться, и, возможно, сейчас бы он даже на это пошел бы, но уже поздно просто, потому что не сработает. Его скинут вот так. Там уже агента Кремля уже можно объявить даже при желании самых соросятских соросят, тоже можно объявить агентами Кремля, уже никто разбираться не будет. Работает вообще великолепно эта тема. Сразу выйдет 100-500 миллионов тысяч человек на улице, и сказали агент Кремля, а то, значит, агент Кремля, надо бороться. Вот так это будет выглядеть. Вот. А реалии на Земле, они живут отдельной жизнью в данном случае. И показывают разных потенциалов обеих сторон. Полина, вопрос на засыпку. Так а Трамп в этом всем, в этой всей чехарде? Слушайте, тут он Медведева незлым тихим словом поминает, говорит, а на опасную территорию тут заходит. Ой, Это это он зря. Это такая какая-то взаимная переписка, то есть, там, в общем, дедлайны комментирует Медведев, намекает на войну, которая там приближается между США и Россией. Трамп ему отвечает. Трамп вообще, конечно, это надо отдельно прокомментировать. Его накат на Индию, о том, что, оказывается, там как бы загнивающая экономика и вообще там Индия, понимаете?
И, судя по всему, там делают вывод аналитики о том, что если он так как бы катит бочку на Индию, там начинает грозить вот этими пошлинами своими, то это означает, что не договорились пока. Ну, условно, отбить Индию и сказать Индии, не покупай российскую нефть. То есть пока в процессе. Поэтому Трамп как бы так быкует, штурмует и давит. Но параллельно с этим, говорит Медведев, бывший президент России. Это, кстати, очень интересно. Потому что, с одной стороны, как бы Медведеву он погрозил пальчиком, ну, на опасную территорию заходишь. Но в то же время он там бывший президент России. Не просто там Димон, там айфон, как принято там, да, вот это в кругах там посмеиваться, там, победитель Финляндии в плане там бутылки, да, все его как бы смеются над ним. А тут целый президент США вспоминает, что он был президентом России. То есть это как бы очень придает серьезный флер вот этой, как это, да, твиттеровской дипломатии. Очень серьезный. Медведев отвечает, если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой, а про мертвую экономику Индии и России, заход на опасную территорию, пусть вспомнит свои любимые фильмы про ходячих мертвецов, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука, пишет Медведев. Вроде как же все нормально было, вырисовывалось. И Роскосмос едет к НАСА обсуждать там будущее МКС, то есть космос. Вроде как там и Дмитриев свою роль играл в экономическом, да, каком-то сотрудничестве. И уже там начинали подумывать о том, что американские компании вернутся на российский рынок. А тут тебе вот такое. Почему? Ну, мне кажется, у Дмитрия Анатольевича, в принципе, такая функция вот таким вот кадрам отвечать. Он делает это очень талантливо. И не забывайте, что зампредседателя Совета Безопасности еще Дмитрий Анатольевич, заместитель Путина, в некоторых компонентах второй человек в стране. Это серьезная тема. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется ошибочным, опять повторюсь, уже всерьез пытаться анализировать Трампа и его истерическое поведение. И мне кажется, что Кремль просто перестал обращать на это внимание. Если идет решение вопросов, какая-то коммуникация, то точно не с ним, а с более вменяемыми людьми, с которыми идет непосредственная работа. Рабочие группы, другие коммуникации. Это очень смешно было, как Дональд Фредович возмущался, что русские не отвечают. Значит, вот я им выкатила ультиматум Айнане, а они не отвечают. Ужас, кошмар, я расстроен. Ну, Песков удовлетворил желание Дональда Фредовича, ответил вчера, сказав, что мы тогда, в общем-то, под санкциями довольно-таки давно живем, а адаптировались нам нормально. Ну, вот такой ответ. Я это сравниваю с рекомендациями по взаимодействию с буйными пациентами, значит, психиатрических учреждений. С буйными лучше не спорить, лучше кивать, соглашаться. Да-да-да, вот самая лучшая стратегия. Вот то же самое примерно сейчас Кремль делает. А Дмитрий Анатольевич, ну, у него такая функция. Он довольно талантливо развлекается в социальных сетях, в Иксе, в Телеграме, отвечает, значит, вот всем этим кадрам. Но здесь Дмитрий Анатольевич, он как занимал свою позицию, так и занимает. А вот насколько много свободного времени у Дональда Трампа, что целый президент сверхдержавы занимается перепалками в социальных сетях с бывшим президентом Российской Федерации. Как много времени у него есть. Но мне кажется, он это сублимирует как-то вот эти вот истории в свое желание повзаимодействовать с Кремлем хотя бы на таком уровне, потому что Путин же ему не отвечает. А поговорить-то с русскими хочется. Вот он Подождите, это тоже какой-то... взаимодействует, ну как это еще объяснить? И Нет, взаимодействует с теми, кто ему отвечает. Давайте Ну хорошо, вот Дмитрий Анатольевич ответил. Начало следующего месяца, имеется в виду сентября, да?
Да. Начало сентября, там вроде как встреча в Китае может вырисоваться. Хотя Трамп вроде говорит, поеду, а потом говорит, да нет, может не поеду. Ну, в общем, непонятно. В Пекин. Можно же двухстороннюю встречу организовать. А мы видим, что в принципе все идет одно и то же. Вот как про встречу Зеленского и Путина, да, которая вроде как пробивает Украину в Стамбуле, и там Эрдоган подключается, говорит, стол накрою, если что, мирный, то как бы ни шатка, ни валка в отношении встречи двухсторонней там, Трампа и Путина, которая тоже могла бы многие вопросы снять. Если Трампу хочется поговорить, ну пускай встречаются. Почему не встречаются Путин и Трамп? По моей версии, Кремль не хочет. Моя версия. Если большинство думает, что это преимущественное решение американской стороны, с кем он встречается, с кем нет, в данном случае я думаю, что Кремль не видит в этом смысла, и Трампа это страшно бесит. Потому что встреча бы уже давно-давно произошла, если бы в этом был смысл. Я думаю, что от этой встречи сейчас так филигранно уклоняются в Кремле. Вот 100-500 рабочих групп создали, работаем, долгая подготовка. Есть же отдельная рабочая группа, которая занимается именно организацией встречи. Ее же создали отдельную рабочую группу, которая должна организовать встречу Путина и Трампа. Мне кажется, что Кремль просто не хочет. Он перестал воспринимать Трампа хоть сколько-нибудь серьезно. Вот эти референсы публичные, значит, перестали ему давать, чтобы на его эго поиграть. Уже даже не хотят этим заниматься. И вот ответ на вопрос, моя теория, да потому что Кремль не хочет с ним встречаться. Ну, смысла не видит. Зачем? Я думаю, что там тормоза на стороне Кремля, а не со стороны Дональда Фредовича и его команды в плане встречи. А что встречаться? Он выходит, хамит, угрожает, борзеет. Ну почему Ну, вел бы борзеет? себя. Зато Мелания любит Путина. Ну, Мелания любит Путина, да. Многие любят Путина, это неудивительно. Ну, как бы адекватных, спокойных людей, которые за свои слова отвечают, в принципе, приятно любить. Нет, я А имею в виду, это... что реверансы, смотрите, реверансы, они же как бы то даются, то не даются, ну, туда, то обратно. Речь-то идет о решении каких-то вопросов. Получается, что, ну, как бы, все же говорят, что война закончится, когда условно Трамп и Путин договорятся, а они даже не говорят, получается. Вот так вот через Медведева, который намекает на мертвую руку. Мертвая рука — это так на Западе называют, Да. ну, систему, ну, короче, этого удара последнего там вообще. Да. Ну, Дмитрий Когда... Анатольевич любит на эти темы рассуждать, да. И вот это ж намек от Медведева был вот по этому поводу, о том, что мертвая рука, там, несуществующая в природе. Смысл в том, что а, ну, вот таким вот образом реагирует и обостряет эту ситуацию. Так мы, получается, будем ждать обострения российско-американских отношений для того, чтобы потом выпустить пар. А где? В Украине? Ну, не знаю, мне кажется, будет сейчас все-таки больше этап стагнации какой-то. Вот. В публичном поле там со стороны Трампа может какое-то хамство там продолжаться, еще новые 10 дней, потом новые 100, потом новые 146 и так далее и тому подобное. Вполне возможно, что так это оно и будет. Но это, знаете, как сказать, процесс ради процесса, вот чистый метамодерн. Нет, мне это так видится. Несмотря на то, что другие есть теории, что он очень хотел завершения конфликта, мне кажется, он в процессе, ему процесс интереснее. Ему не нужен результат, ему важен процесс. То есть говорение ради говорения, вот поэтому и хамим, поэтому какие-то неадекватные требования выставляем, а потом удивляемся, что на тебя смотрят как на пациента психдиспансера и кивают. Да-да-да-да-да. Вот так и Просто, вот такое смотрите, отношение. мы бы... Но вот рабочие группы работают. Вот то, что мне известно, рабочие группы, они продолжают взаимодействовать. А вот это вот значит, публичные перепалки с зам по безопасности бывшим президентом, это такое, Просто народ понимаете, потешить. какая история? То есть, опять-таки, рабочие группы. А ответа нет пока по рабочим группам стамбульским, то, что Россия предлагала в Стамбуле.
То, что Мединский озвучивал, что гуманитарная, военная, политическая, там эти подгруппы, они как бы, ну вот, будут работать. Судя по всему, этого нет. Будет, как вам кажется, или это снова такое затягивание процесса ради того, чтобы Трампу сказать, так мирный трек идет, смотрите, переговоры идут? Так это переговоры для переговоров, а не для результата. Я в этом абсолютно убеждена. Результат будет достигаться на земле. А это такой фоновый гуманитарный шум для того, чтобы продемонстрировать бурную деятельность, мне так кажется. Подлинная деятельность на земле, на войне происходит. А вот эти вот истории. Но с другой стороны, минимальный результат же есть, так или иначе, обмены есть, есть. Какое-то взаимодействие есть. Хотя обмены и не прекращались никогда, и без всяких Стамбулов обмены происходили. Ну, может быть, не такие масштабные, но были же обмены. И взаимодействие никогда не прекращалось на самом деле между сторонами конфликта. Это деятельность ради деятельности на данном этапе. Потому что я не представляю, что можно подписать в Стамбуле. Раз, и два. А почему это должно вообще быть в Стамбуле подписано? С какой стати? Потому что Россия настаивала на продолжении стамбульского формата. Нет, Россия настаивала на продолжении формата в том смысле, что, ну, раз уж площадку предоставили, для демонстрации готовности взаимодействовать, то, что Россия не Нет, для закрывается. демонстрации, как бы, ну, в общем, для демонстрации того, что все будет идти по принципам 22 года. Да, по принципам 22 года, ранее, да, сейчас я думаю, что уже нет. Потому что принципы 22 года сильно отличаются от принципов 25 уже. Например. Ну как, например, реалии на Земле изменились. У Зеленского уже нет легитимности. Власть поменялась уже в западных так называемых демократиях не в одной стране, а сразу в нескольких непосредственных участниках. 3. Люди меняются, ну, как я уже сказала, 4. Значит, и Россия, если 22 год был... Вот почему Стамбул как мост? Потому что на публичном треке тогда это одно из немногих мест, куда Россия могла приехать там на фоне такой всеобщей международной как бы изоляции. Сейчас этого уже нет. Уже нет тоже. Там очень много чего изменилось за 3 года. И будет продолжать меняться. Поэтому здесь принципы Стамбула, ну, главный принцип, он даже не стамбульский здесь. Главный принцип – это нивелирование причин, по которым началась война. Вот. До тех пор, пока Украина – это антироссийское государство на наших границах, которое угрожает вступить в военный блок, который был создан изначально для военного противодействия Советскому Союзу, а сейчас Россия как правопреемница Советского Союза, до тех пор, пока вот это будет на наших границах, вот с такой радикальной антироссийской риторикой, война будет продолжаться. Должна меняться гуманитарная политика и почему демилитаризация? Потому что, опять-таки, Российская Федерация, она в первую очередь исходит из интересов собственной безопасности, как преимущественно континентальная держава по своим рубежам, а с Украиной у нас огромная граница сухопутная. Вот. И экзистенциальная, значит, составляющая. Конечно, Россия она видит Украину в орбите своей цивилизации, и то, что было упущено, упущен момент, когда Украину нашим экзистенциальным противникам Западу удалось вот так вот филигранно перехватить и обратить против России, вот это сейчас исправляется. Это не сказать, что это прям стамбульский принцип. Это принцип изначально, почему началась война вот полномасштабная. Тут Стамбул – это как место, как территория. На момент 22 года практически единственная консенсусная, куда и одни, и вторые могли приехать. Ну, Вот. первая была Беларусь, конечно. Не, сначала Беларусь, но Беларусь – это все-таки, ну, как бы наш союзник. Известно, что страна принимала участие, помогала, скажем так, с ее территории тоже заход был
на территории Украины в 2022 году. Да. Ну, как наш союзник, союзное государство. Там мы в одной общности в данном случае. Вот. Поэтому понятное дело, что на тот момент это было невозможно. А сейчас Стамбул, ну, как уже облюбовали площадку и облюбовали площадку. Вот. Якобы нейтрально, на самом деле нет, с учетом того, что Турция – это во многом прокси Лондона. Вот. То же самое, когда Ватикан предлагают, я не понимаю, почему два православных государства восточнославянской культуры должны решать вопросы на территории своего завсегдатого, ну, тоже, можно сказать, противника в Ватикане. Почему? То же самое Стамбул. Это просто площадка территории, на которой тогда были все согласны. Мне думается, что когда действительно будет какое-то подписание, вряд ли это будет Стамбул, это будет другая площадка совсем. Мгм. Как закончить войну тогда? И все-таки, если трезво посмотреть на происходящее, то на Украине надо заканчивать войну. По Ну, поводу надо. России есть вопросы, но как бы в любом случае что-то же можно, скажем так, Путину предложить, ну, то, да, чтобы он резко каким-то образом там остановил здесь, да, и там принял какие-то новые условия. Но Украина такое ощущение, что предложить этого не может. Да даже если бы и предлагала, уже никто не поверит. Ведь предыдущий опыт 8 лет перед началом специальной военной операции четко показал, что договоренности не имеют свойства выполняться, если они заключены с украинской элитой. Украинская элита не способна на договороспособные, извините за тавтологию, отношения. Что Порошенко, Янукович это ладно, еще более или менее, там это просто его же вот эти Левочкин, это вообще прекрасно, вот ходят слухи про этого кадра отдельно. Надеюсь, что Кремль больше не будет с ним никаких дел иметь. Значит, это я отвлеклась. Дальше Порошенко. Наши-то думали, что Порошенко – это консенсусная фигура, и чуть ли не в большей степени. Агент Лолита, помните? При пересечении границы с Санкт-Петербургом, что агент Лолита – это до сих пор агент Лолита. Вот. Судостроительный заводик в Крыму, неприступная Липецкая крепость, которая исправно работала до 2017 года, фабрика «Рошен». Да. Сейчас Бургер Кинг Россия одному интересному трастовому фонду, аффилированному с Порошенко, принадлежит. Каждый день новые рестораны открываются. Ну, наши-то думали, что да, Людина наша. Взял, кинул, значит, под предводительством своих кураторов, норманщиков этих так называемых. То же самое Зеленский. Вроде прожил полжизни в Москве, тоже как свой воспринимался во многом. А потом сходил на ковер Ми-6. Туда я приехал просто в глаза Путину посмотреть. Ну а почему сейчас должны верить, тем более Зеленскому, который уже обманул 100-500 миллионов тысяч раз? Так а кому верить? Вот. Залужному? Видели его милые фотографии? Ой, это Вог. У меня про это отдельный текст написан. Про то, как значит, смена декораций. Без грима войны уже. В дорогих костюмах. Вот тоже у человека времени много. На фотосессии для модных женских журналов класса люкс время тратить. По всей видимости, так все хорошо у посольства Украины в Лондоне, что много свободного времени. Вот. Ну и пиарщики поработали, и это его, как мне кажется, это раз и два, это элемент, конечно же, тоже один из элементов давления тоже на конструирование имиджа, да, публичного, и через него тоже давление на Зеленского. Потому что оба два фигуранта, они под влиянием одной и той же конторы. А тут уже контора решает, кто будет номинальным руководителем, совсем не они. Как заказчик, честно, мне видится, что это будет только на поле боя, пожалуй. Потому что даже как кучу вот этих юридических коллизий решить,
и чтобы на это Россия согласилась, потому что на словах больше верить ни во что не будут. И далеко не все, что подписано, выполняется, а чаще уже не выполняется. То есть вопрос решается только вот по этой причине Нет, на ну земле. смотрите, я вот всегда, ну это важно проговорить, вот когда вот этот постулат звучит, все решится на поле боя. Всегда же задаешься К сожалению, вопросом, да. а на каком поле боя? Ну вот смотрите, воздушная война, да, ну там мы начинали с того, что Киев обстреляли, там Павлоград, там, ну еще Одесса тоже летела. То есть, ну вот конкретно воздушное поле боя. Ну вот смотрите, там Пензу полетел по заводу, да, там эти все с самолетами, с авиацией там беда, потому что, ну кроме хакерских атак, еще эти дроны, которые мешают авиации, да, то есть это бешеные убытки, плюс еще там летит, ну конкретно там по приграничью. То есть воздушная война, вот вам поле боя. Как здесь найти победителя? Да никак. Ближе, ну, тут только один, ближе, дальше в запуск, понимаете? Но техника такая сейчас, что летит, пускай там маленькое что-то заряженное, но летит далеко, ну, условно. То есть тут есть победители в этом отношении, сложно сказать. Победитель на поле боя, на каком поле боя? Окей, условный оперативный простор, например, условный, но оперативный простор для российской армии. А как она его реализует в условиях вот этой войны? Ну, то есть это означает, вы вышли на оперативный простор, ну, там, например, на границе с Днепропетровской областью, да, там же уже нет сел, там уже нет вот этих, как это, фортець, да, которые там заходят солдаты в дома и, в общем, попробуй выбей, да, выкури оттуда. Причем что одна, что другая сторона. Так, ну, такая война. То есть поле боя двигается просто дальше. И вот я не могу понять, как это может закончиться. Да? Там политические аресталища мы с вами обсуждаем. Поэтому я очень ставлю под сомнение вот этот постулат. Это как на поле боя? Когда всех убьют, но всех же не убьют. А смотрите, ну, я про это писала, то есть как косвенный признак, как может это еще закончиться. Если для Запада станет очевидным их проигрыш, настолько очевидным, что нужно будет сыграть на опережение и нивелировать момент, что этот проигрыш будет приписан Западу. Они вылепят из Зеленского козла отпущения, из Украины якобы субъект. То есть это не они воевали, это Украина воевала, хотя на самом деле воюет Запад. Вот, руками Сейчас это Украины. происходит с этим антикоррупционным Да. кейсом, да? Вот, да. То есть, опять-таки, на поле боя, то есть усиление влияния России, наращивание ее мощи и дальнейшее продвижение. И они, возможно, этот процесс уже начался, кстати. Сыграть на опережение и чтобы не зафиксироваться в истории как проигравшая сторона, которая есть подлинная сторона конфликта. То есть они себя не хотят фиксировать как сторону конфликта, во-первых. Во-вторых, тем более они хотят себя фиксировать как проигравшую сторону, потому что если значит, посмотреть объективно на ситуацию, то, что Украина это дубинка Запада, и Россия вот с Западом воюет, как бы бьет как будто бы по дубинке, и может сложиться впечатление у некоторых наивных, что это российско-украинская война. Вот они могут сыграть на опережение, начнут обнаруживаться вот сейчас, как это может быть. Вот это будет один из признаков завершения войны. Это одна из моих теорий. Значит, они сейчас начали обнаруживать, значит, коррупцию, неуставные формы отношений, значит, с Ермаком намеки пошли, причем устами украинских же, значит, чиновников, да, и так далее. Дальше могут начать обнаруживаться тоже в западной прессе. А вот смотрите, вот есть же нацбаты, а вот смотрите, они же действительно с немецкими крестами, со свастиками ходят.
ой, и начнут наводнять фотографиями нацистских формирований и показывать нацистские проявления, значит, на Украине со словами. А ведь русские не так уж и не правы были. Вот. Потом они начнут говорить, что они не разобрались в украинском кейсе, не рассмотрели внимательно, что из себя представляет политическое украинство, и таки, да, там действительно превалируют нацистские и националистические идеи. Это очень плохо. И наша ошибка была, значит, эту историю поддерживать. Вот в этой форме может быть. То есть, если вот этот дискурс начнет меняться в направлении сближения с Россией, со словами, что русские, конечно, не ангелы, но вот в чем-то они все-таки правы были, и Ну, то не так есть, уж необоснованно началась. то Да. есть логика, логика понятна. Да. Вы понимаете, коррупция, там все эти дела, это как... Да, Ну, если дальше выглядит как, коррупция если выглядит как дальше коррупция переучет. пойдет в этом направлении, да, Ну, это то как есть обычный начинают с переучет. коррупции, А вот если ну будет да, идеологический удар, то это будет разведпризнак того, что все заканчивается. да, я думаю, что да. И с этим же закончатся деньги, и с этим же закончится поддержка, в том числе военная, и тогда, конечно, война закончится сильно быстрее, Мгм. вежливо говоря. То есть они перестанут поддерживать минимальную боеспособность вооруженных сил Украины, позволяющих этот тлеющий конфликт продолжать. Так или иначе. Вот. Если вот эти вот идеологические истории мы начнем обнаруживать преимущественно в глобалистской прессе, потому что именно глобалисты курируют Зеленского и его, значит, подельников. Если мы начнем видеть вот такие тенденции, а они в духе метамодерна, они все через прессу. Уже дипломатия не работает публично, а потом уже может и добавиться публичная дипломатия. Значит, обнаружат, что то, что говорила Россия об Украине, и те причины, которые она называла, из-за чего началась война, Запад может обнаружить их обоснованными и имеющими место быть. И вот тогда, если вот эта вот тенденция начнется публично, можно будет говорить, что да, пожалуй, что мы на заключительном этапе горячих боевых действий, уже действительно дальше могут пойти другие процессы уже в дипломатическом ключе, но не ради процесса, а уже нацеленные на непосредственный результат. Вот Полина я это так Реутова. вижу, моя теория. Полина Реутова была моей собеседницей сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Саша, спасибо, зрители. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.